Здравствуйте, друзья! Что вас поглощает, гордыня или гордость? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Упс1970. Слово гордость имеет происхождение от старославянского «грд», которое, возможно, имеет греческие корни. В латыни есть схожее по звучанию слово «гурдус» – «глупый». Объяснение у понятия следующее. Гордость – это эмоция, возникающая не только как следствие своих успехов, но и успехов чужих. Второй вариант толкования этого слова – самоуважение, чувство собственного достоинства. Гордыня имеет то же происхождение, что и гордость, но вот значение у него несколько иное – высокомерие, непомерная гордость, исходящая из эгоизма. В литературе эти слова часто заменяют одно другим и отождествляют, но все же они имеют несколько разный оттенок. Гордость и гордыня при употреблении имеют разные оттенки. Гордыня чаще используется с негативным, например, «умерь свою гордыню» или «гордыня разум затмевает». А вот употребление слова «гордость» носит несколько другой оттенок, например, «я горжусь своей родиной», «я горд, что есть такие люди на земле» и так далее. Практически во всех религиях гордыня – грех. Кроме всего прочего, грех, ведущий к другим грехам. С точки зрения человека религиозного, гордость и гордыня – идентичные понятия. Конечно, восприятие этих понятий индивидуально, но тем не менее, с точки зрения философии, гордость помогает людям совершенствоваться, ставить новые цели, а гордыня нередко мешает адекватно воспринимать себя и свои проблемы. Гордыня возвышает над другими людьми, но это возвышение не имеет под собой подоплеки, поэтому ведет к деградации. Гордость – это явное качество, то, что мы видим. Она может проявляться во внешних признаках, например, в манере поведения, жестах, суждениях, оценках и так далее. Гордость иногда путают со вспыльчивостью. Если человек придает особое значение таким качествам, как честь, совесть, порядочность, преданность, развивая их в себе и не спрашивает с других, не требует честности по отношению к себе, это значит, что человек идет по правильному пути, хотя для окружающих он может казаться гордецом. Если человек начинает желать, чтобы его ценили, уважали за его хорошие качества, чтобы к нему относились так же, как он относится к людям, а они этого не делают, возникает обида. В его душе поселяется недовольство поведением окружающих. За этим и осуждение, а это уже гордыня. Человек сам не замечает, как прекрасные качества, которые он в себе воспитал, сделали его по сути несчастным. «Я же такой хороший, а меня все обижают, не ценят, обманывают» и так далее. Гордыня – тайное чувство, эмоция, которая спрятана в глубине нашей души. Это то, что человек не видит и часто не хочет замечать. Внешне она никак не проявляется, человек спокойный, вежлив, приятен в общении, а внутри у него чувство самодовольства. И если сделать какое-либо замечание, он обидится до глубины души и подумает, а то и скажет: «Ты в 100 раз хуже меня и еще мне указываешь». Это явно указывает на гордыню. Конечно, чтобы справиться с собой и разглядеть в себе это, некоторым потребуется не один год. Но смысл в том, чтобы идти по правильному пути и стараться изменить себя, а не окружающий нас мир. Это очень трудно, это большой и кропотливый труд, но он необходим, иначе ни одна из наших проблем не решится и будет превращаться в снежный ком. Именно гордыня лежит в основе всех неправильных убеждений. Казалось бы, такие разные ошибки, а причина одна. Гордыня ведет к нарушению 2 первых заповедей. Это есть грех тайный и хорошо замаскированный. Человеку трудно отыскать его в себе. Он может проявляться в разных формах, и бороться с таким противником очень сложно. Зеркальное отражение реальности заставляет признать, что черты характера и манеры поведения, увиденные нами в других, в той или иной степени присутствуют в нас. Признать собственные проблемы очень трудно. Восприятие окружающего мира отображает собственное состояние души. Гордость как эмоция возникает не только вследствие своих, но и чужих успехов. Гордыня – только успехов собственных. При употреблении гордость имеет положительный оттенок, а гордыня – отрицательный. Гордость – это чувство собственного достоинства, а гордыня – высокомерие. Гордость позволяет ставить новые цели, а гордыня мешает идти даже к тем целям, которые ясны и понятны.
Гордыня – враг внутри нас. Нам всем хочется развиваться, достигать успехов в жизни, да и просто в конце концов быть счастливыми. Сейчас довольно легко найти множество полезных учений и упражнений для саморазвития, постигать знания и набираться мудрости. Но главным препятствием на пути к цели становимся мы сами. Да, именно в нас самих и скрыт главный враг, и имя ему – гордыня. Многие люди, говоря о гордыне, подразумевают эгоизм, возвышение себя над другими. Но оказывается, этот враг за время, что живет в человеке, научился хорошо скрываться под многими другими личинами, успешно мешая нам счастливо жить и совершенствоваться. Давайте разберемся, что это за враг и как его распознать. Все наши обиды тоже являются проявлением гордыни. Нам кажется, что мы такие хорошие и с нами поступают так несправедливо. А нам просто преподают урок, но гордыня мешает нам учиться, познавать и понимать этот мир. Мы начинаем замыкаться на себе, и потом от той же гордыни у нас возникает чувство жалости к себе. Мол, мы так стараемся, а у нас ничего хорошего не получается, все с таким трудом дается, испытание за испытанием, а другим все дается легко и даром. Мы обижаемся за то, что нас не ценят на работе и дома, друзья и близкие нам люди. А все потому, что мы не можем дать себе верную оценку, выразить себя другим людям. Ведь эта гордыня хочет, чтобы наши заслуги все замечали и благодарили нас за них. Нам только кажется, что нас обижают, раздражают, пользуются нами и совсем не ценят. На самом же деле эта гордыня видит все в подобном цвете. Она мешает нам строить отношения с противоположным полом, с детьми и родителями. Заставляет нас испытывать чувство ревности, мол, к тому-то относятся или относились лучше, чем к тебе. В итоге все эти переживания лишают нас покоя. Мы страдаем, заставляем страдать других и даже не подозреваем, что в этом или ином случае проявляется наша гордыня. Как же так? Это звучит просто невероятно. Какая гордыня? Меня просто не понимают, не могут оценить, потому что им не дано, они невежественные эгоисты. Многие так думают, а ведь каждый может отвечать только за себя. Если кто-то действительно не понимает или не может оценить, то нужно постараться объяснить или принять таким, каким есть. Но нам хочется переделывать всех и вся, но только не себя. Многим, наверное, даже трудно представить, от скольких бы страданий они себя избавили, если бы поняли, что зачастую их реакция на те или иные обстоятельства такая болезненная не потому, что вокруг все плохие, а потому, что в нас глубоко сидит гордыня. И ее невозможно насытить, успокоить. Ей всегда чего-то будет не хватать, для нее всегда будет что-то не так. Это то едкое чувство, когда нам все время чего-то не хватает для полного счастья, что бы мы ни делали. Эгоизм также является проявлением гордыни, но это не любовь к себе, ведь когда умеешь любить себя, умеешь любить и других. Да и в жизни не достичь успеха без взаимодействия с окружающим миром. Гордыня в первую очередь является чувством собственной важности. Для горделивого человека важнее всего собственные чувства, желания и удовлетворение их. Гордыня порождает страхи и лень, нежелание принимать новые знания и чей-то полезный опыт, препятствует избавлению от своих неосознанных привычек и ложных понятий. Мы привыкаем к определенному образу мышления и жизни, перестаем быть гибкими, отрицаем все то, что не вписывается в картину нашего мировоззрения. А наша гордыня яростно все это защищает. Этими щитами она прикрывает свое невежество, несостоятельность, незнание и неумение. Нам кажется, что не будь у нас на все свое особого и непохожего мнения, мы бы уже погибли, нас раздавила бы враждебная среда. Но на самом деле мы защищаемся от самих себя. Мы лишаем себя шанса быть счастливыми. Ведь счастье – это согласие с окружающим миром, людьми, а самое главное – с самим собой. Но пока в нас живет гордыня, мы не можем слышать свой дух, свое настоящее «я», голос своего сердца. Очень трудно человеку самому заметить в себе гордыню, в ком-то другом это сделать намного легче. Но в себе еще и при полном отсутствии самообладания и осознанности заметить гордыню крайне трудно. Зачастую даже глубокое самокопание и пересмотр жизненных обстоятельств тоже приводит к плачевному исходу, все тем же расстройством, все из-за той же гордыни. Но выход есть. Постарайтесь быть для самих себя посторонним наблюдателем. Чаще ставьте себя на место других. Попробуйте в тех жизненных обстоятельствах, где вы страдаете или вас что-то задевает, дать себе совет так, как вы бы давали его кому-то другому.
Прислушайтесь к окружающим друзьям и близким. Они ваше зеркало, в них, в их поведении и отношении к вам вы многое сможете увидеть и узнать о себе. Думайте в эти мгновения не о них, а о себе. Постарайтесь понять, почему они так себя ведут с вами, что этому предшествовало с вашей стороны. Помните, что окружающие вас люди и различные обстоятельства – это отражение вас самих. И они случаются для того, чтобы дать вам подсказку, урок, научить вас мудрости. И, конечно же, самое важное – примите себя такими, какими вы есть. Будьте с собой честными, цените себя, но не старайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле, а стремитесь развиваться и становиться действительно лучше. Не давайте гордыне шанса водить вас все время за нос и заставлять страдать от вечной неудовлетворенности окружающим миром и жизнью в целом. Гордыня и ее признаки. Гордыня забирает у человека много жизненной энергии и сил. Гордыня является источником множества пагубных эмоций и мыслей, а негативные мысли и эмоции, в свою очередь, приводят к болезням и страданиям. Человек, желающий накопить личную силу, то есть жизненную энергию, которая нужна для того, чтобы преодолевать препятствия, без затруднений реализовывать свои намерения и работать над собой, обязан избавиться от гордыни. Но для того, чтобы избавиться от гордыни, надо сначала ее распознать. Давайте рассмотрим самые характерные признаки гордыни. Гордыня прежде всего проявляется чувством собственной непогрешимости и правоты и неправоты окружающих. Такие люди чувствуют, что всегда правы, склонны критиковать кого-то, обсуждать, сплетничать и обвинять. Следующее проявление гордыни – это жалость к себе. Чувство собственной важности является скрытой жалостью к себе. Человек чувствует себя несчастным, он испытывает боязнь и страх перед всем миром, и для того, чтобы защититься от него, выставляет на показ свою важность, значимость, достаток. Такой человек сконцентрирован только на себе. Он начинает играть роль тирана или жертвы. Из его жизни уходит собранность, трезвость и уравновешенность. Отношение свысока, снисходительность. Человек чувствует себя выше других, следовательно, всех людей считает ниже себя. Покровительственное отношение к кому-либо. Такое проявление гордыни находится рядом со снисходительностью. Обычно люди, которые помогают кому-то, требуют благодарности и уважения. От таких людей можно слышать: «Ты должен быть благодарным мне за то, что я для тебя сделал». Унижение других и себя. Есть люди, которые считают себя неудачниками, ни на что не способными, низки духом. И если они видят кого-то выше себя, они готовы ползать перед ним на коленях. Но в то же время, если они замечают людей ниже себя, вынуждают их вести себя точно так же. Проявляют собственную важность. Есть мнение, что без меня мир не сможет существовать. Такие люди думают, что только от них все зависит, на них все держится – мир, работа, семья. Здесь существует тонкая грань между чувством ответственности и собственной важности. Слишком серьезное отношение к себе. У человека возникает чувство, что он очень важная персона, и это чувство дает ему повод раздражаться по поводу и без. И когда что-то в жизни складывается не так, как хочется, он может встать и уйти. Такую ситуацию часто можно видеть в семьях при разводе. Каждый из супругов считает, что тем самым проявляет силу своего характера, но это не так. Таким образом, они наоборот проявляют слабость. Чрезмерная важность, в свою очередь, порождает другую проблему. Человек начинает сосредотачиваться на том, что другие думают и говорят о нем. Он зациклен на своих проблемах и постоянно говорит о них. У него проявляются нарциссизм и самолюбование. Хвастовство – чувство превосходства над другими. Человек начинает восхвалять свои достоинства. А делает он это потому, что у него есть комплекс неполноценности, и ему просто нужно получить одобрение окружающих, почувствовать свою значимость. Отказ от помощи. Гордый человек не позволяет другим людям себе помогать. А почему? Потому что он хочет получить все плоды сам, он боится, что придется с кем-то делиться. Желание получить славу, уважение и почет, возвыситься. Люди приписывают себе заслуги и труды других людей, но также в них присуща склонность делать из людей кумиров. Мысль о том, что деятельность, которой занимается человек, нужнее и важнее всех остальных. Соперничество. Желание сделать плохо больно сопернику. Любая конкуренция приводит к напряжению, вызывает агрессию, подсознательное желание унизить соперника, что в итоге приводит к срывам и болезням. Стремление осуждать людей за их ошибки, поступки и действия.
Такой человек сознательно ищет в людях недостатки, мысленно их наказывает. Все это делается с чувством гнева, раздражения и ненависти. Иногда даже хочется проучить человека. Использование слов, значение которых другим людям непонятно. Обычно этим пороком страдают ученые. Нежелание делиться своими знаниями. Нежелание благодарить и прощать, обидчивость. Нечестность к себе и к другим людям. Такой человек может не выполнять своих обещаний, специально вводить людей в заблуждение, врать. Сарказм, стремление съязвить, зло подшутить над человеком, обидеть едким замечанием или грубостью. Нежелание признавать, что у вас есть недостатки, духовные проблемы и гордость. Это были признаки гордыни. Поищите их в себе или в ваших знакомых. Попробуйте заглянуть в себя. Чего в вас больше, гордости или гордыни? Очень интересно узнать, напишите в комментариях. Автор статьи УПС 1970. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.